Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас в своем уголке волшебных сказок и интересных историй. Присаживайтесь поудобней, и я вам продолжу читать «Волшебная карусель павлина», глава 3. «Встаем! Встаем!» — кричал чей-то голос. От испуга Агата открыла глаза и подумала лишь о том, что сейчас ее снова ударят по спине, и ей будет очень больно. Но когда она подняла голову, то удивилась. Вокруг стояло много кроватей. На одних сидели, на других лежали девочки разных возрастов. Комната была чистой, уютной и теплой. Ей стало немного спокойнее. Здесь не было такого сумрака, сырости и неприятного запаха. Окна были хоть и небольшие, но в них проникало достаточно света, и можно было разглядеть все, что находилось в комнате. «Быстрее одевайтесь!» Снова послышался женский голос. Он был громким и строгим, но не таким пугающим, как у мисс Гарпии. «Сегодня у короля много гостей, и нужно приготовить много еды!» Продолжал звучать голос где-то вдали. Около каждой кровати стояло по 2 стула, и на каждом лежала одежда. Все девочки поднялись и стали одеваться. Агата продолжала сидеть на кровати, пытаясь вспомнить, как она сюда попала. К ней подошла женщина с палкой в руке и крикнула: «Эй, новенькая, чего сидишь? Ждешь порцию ударов?» При этом она, держа палку в одной руке, легонько постукивала по другой. «Кто придет последним, тот будет жестоко наказан. Все поняли?» — добавила она. «Да!» — хором ответили дети. Женщина повернулась к рядом стоящей девочке и сказала: «Марыся, покажи новенькой, куда надо идти». «Будет сделано», — ответила та, опустив голову. Девочка приблизительно одного возраста с Агатой обратилась к ней. «Тебя как зовут?» «Агата». «Ну, а меня ты уже слышала, Марыся. Так что иди умойся, комната для умывания справа. Одевайся быстрее и пойдем со мной. Вот твои вещи». И она указала на стул, где лежала одежда. У всех она была одинаковой. Все дружно умылись, оделись, заправили кровати и ушли друг за другом в другое помещение. Марыся взяла Агату за руку, и они пошли. Идти нужно было по длинному коридору, который напоминал лабиринт. Поворачивать приходилось то влево, то вправо. Казалось, он никогда не закончится. По обе стороны этого коридора стояло множество стражников с плетками. Кто-то просто стоял, а кто-то лениво постукивал плеткой по руке. Все шли молча. Слышны были только шаги. Там были и мальчики, и девочки. «А почему все молчат?» – прошептала Агата. «Тише! Иди молча!» – едва слышно ответила Марыся. В этот момент по спине Агаты ударила плетка. Девочка хотела вскрикнуть, но рука Марыси зажала ей рот. Та все поняла и не издала ни звука, лишь изогнулась от боли. Марыся убрала руку, и тут же стражник с противоположной стороны ударил уже ее. Она только склонила голову ниже. Дальше они шли молча. Где-то впереди начали открываться двери. Дети заходили и исчезали за ними.
Когда девочки подошли ближе, Агата попыталась войти в первую открытую дверь, но Марыся схватила ее за руку, и они вошли в следующую. Помещение, в которое они попали, оказалось огромной кухней с высокими закопченными потолками. Каменные стены напоминали о старинном замке. Там стояли большие печи, возле каждой куча сухих дров. По кухне туда-сюда ходили мальчики. Одни носили дрова, другие – огромные кастрюли с овощами, крупами, мясом. Все были заняты делом. Прямо посередине кухни стоял человек в белом поварском колпаке. Он раздавал команды. Когда он повернулся к девочкам, Агата увидела на его лице шрам от ожога. Вид у него был пугающим. Марыся взяла Агату за руку и подвела к нему. «Сэр, это новенькая, ее зовут Агата», — представила она. «Еще одна ленивая девчонка пожаловала», — ответил мужчина. Он подошел ближе, наклонился к Агате и сказал: «Я здесь главный. У меня лентяи ходят голодными. Я не собираюсь кормить дармоедов. Это понятно?» «Да, сэр», — склонив голову, ответила девочка. Он махнул рукой в сторону столов, где стояли кастрюли с овощами, крупой и другими продуктами. «Твоя работа на сегодня – нарезать все овощи, начистить рыбу и перебрать крупу. А ты, – обратился он к Марысе, – с остальными будешь разделывать кур и нарезать мясо». «Да, сэр», – покорно ответила та. В этот момент в кухню вошли еще несколько старших девочек и направились к повару. «Сэр, что прикажете делать сегодня?» – спросила одна из них. «Вы у печных котлов. Готовите жаркое, жарите рыбу и тушите овощи. И смотрите у меня, чтобы ничего не подгорело». «Да, шеф», – ответила девочка. «Ну все, хватит болтовни. Приступайте к работе!» — крикнул он. Все разошлись по своим местам. Агата подошла к столу, взяла нож и начала нарезать овощи. Лук, морковь, капусту, картошку. Перед глазами мелькали кубики, полукольца, соломка. Кто-то подошел сзади и сказал: «Эй, новенькая, вот тебе 4 таза с рыбой. Их нужно почистить прямо сейчас. Приказ главного». Он подкатил к ней деревянную тележку с рыбой. Агата обернулась. Перед ней стоял светловолосый мальчишка, примерно ее возраста. Он поставил тазы на стол, потом, прежде чем уйти, незаметно сунул ей в карман бумажку и скрылся. Убедившись, что никто не смотрит, Агата достала записку. Там было написано: 3 часа ночи в пещере будут все. Она быстро скомкала записку и бросила в ящик с очистками, протерла стол и принялась за рыбу. 3 таза были уже почищены, когда за спиной раздался голос: «Рыба готова?» «Нет, сэр, еще не всю почистила», — ответила она. «Я же сказал, лентяи ходят голодными. Смотрю, ты и зерно не перебирала. Ненавижу лентяев. Вечером получишь 3 удара плетью». Агата вспомнила, как ее била гарпия, и по спине пробежал холод. Она склонила голову в знак покорности. Главный фыркнул и ушел. Агата снова взялась за таз с рыбой. К горлу подступил ком, и по щекам потекли слезы. Она плакала молча, не всхлипывая. Руки были исколоты рыбьими плавниками, сильно болели, но она терпела. Перед глазами всплыла мама.
как она стоит на кухне и чистит рыбу к обеду. Агата вспомнила, как тогда нагрубила. «Фу, какая вонь от этой рыбы! Я ее есть не буду! Зачем ты ее купила? Я теперь как торговка на базаре, вся пропахла!» В тот день она сильно обидела маму и даже не заметила этого. «Мамочка, прости меня, я очень виновата перед тобой. Как бы я хотела сейчас быть рядом, родная моя, и я была плохой дочерью и заслужила наказание». Дочистив последнюю рыбу, Агата вымыла стол и принялась перебирать зерно. Маленькие зернышки все время выскакивали из опухших, ноющих от боли пальцев. Воспоминания накрыли снова. Мама однажды попросила: «Доченька, помоги мне, перебери рис на ужин. Я очень устала и на работе порезала палец. Неудобно его перебирать». «Мама, я ногти накрасила, перебери сама. Не хочу портить маникюр». Слезы снова хлынули из глаз. «Мама, какая же я бессердечная! Как я могла так разговаривать с тобой?» К горлу снова подступил ком. Стало тяжело дышать. Казалось, кто-то сжимает шею. Агата не помнила, что произошло в следующее мгновение. Она потеряла сознание. Главный по кухне велел мальчикам отнести ее в комнату и положить на кровать. «Вставай!» — услышала она. Кто-то тормошил ее и пытался разбудить. «Просыпайся! Уже пора! Да вставай же! Ты что, записку не читала?» — спросила девочка. «Все уже собрались!» Агата открыла глаза. Вокруг было темно. Сначала она не поняла, что происходит. Потянулась рукой и нащупала простыню. «Я в спальне, у себя дома!» мелькнуло в голове. И от этой мысли ей стало радостно. Но когда глаза привыкли к темноте, она повернула голову на голос. Рядом с кроватью стояла незнакомая девочка. «Поднимайся!» — вновь повторила та. Откуда-то доносились приглушенные голоса. Агата зажгла свечу, быстро обулась. Девочка взяла ее за руку и потянула за собой. Пару минут они шли по темному коридору. Когда приблизились к массивной двери, незнакомка взяла за ручку и тихо ее открыла. Они обе оказались в помещении, похожем на пещеру. Посреди пещеры лежал большой плоский камень, на котором стоял подсвечник, а в нем горела свеча. Вокруг камня сидели дети, девочки и мальчики разного возраста, и о чем-то говорили. Когда они подошли ближе, девочка тут же убежала и села с остальными. Агата подошла осторожно. Увидев ее, дети замолчали. Один мальчишка, сидевший к ней спиной, обернулся и сказал: «А, проснулась? Проходи, садись», и добавил: «Как ты?» «Нормально», — ответила она. «Тогда присоединяйся к нам». Дети немножко потеснились, и она села на освободившееся место. «А зачем все здесь собрались?» — спросила Агата у сидящего рядом мальчика. «Обсуждаем, почему мы сюда попали и как нам отсюда выбраться». «Так на чем я остановился?» — произнес светловолосый подросток. «Ах да, вспомнил он и продолжил. Эта карусель
принадлежит нашему хозяину. Павлик никого не щадит. Тех, кто не прошел ни одного уровня или отказался работать, он отправляет на птичий двор, а там их съедают куры, индюки и другие птицы. Просто склевывают. Дети молча слушали. Но я узнал одно. Король исполняет желание того, кто пройдет все уровни и выдержит все испытания. Он позволяет пройтись по его любимому мосту. Этот мост находится на самом верхнем уровне. Перед тем, как отправить кого-то туда, он задает вопросы. Ответишь правильно, получишь в награду монету. Если нет, исчезнешь навсегда, будто тебя и не было. Агата смотрела на светловолосого мальчика и чувствовала, как по телу растекается тепло. Ей становилось хорошо. Она поняла, что здесь среди детей он был главным. На мгновение ей показалось, что она уже где-то его видела. Он был ей знаком. «Марыся», — обратился главный к девочке, — «сегодня кто-нибудь пострадал?» «Нет, никто, кроме Агаты. Она новенькая и еще не знает здешних правил». «Так, слушайте все», — обратился он ко всем. «На нижних уровнях, первом и втором, разговаривать запрещено. Кто нарушит правила, того надзиратели наказывают плетью и оставляют голодным. Говорить можно только тем, кто прошел нижние уровни. Начиная с третьего, становится легче». Он сделал паузу. «Я прошу всех, не забывайте об этом. Кто ослушается, тому 5 плетей. Таков приказ короля. И я не смогу ничем помочь». «Понятно», — почти в один голос ответили дети. «А теперь тихонько расходимся, чтобы не разбудить надзирателей». Все начали вставать и расходиться по своим комнатам. «Агата?» — кто-то позвал ее. Она обернулась и встретилась взглядом с главным. «Молодец, что не проспала и пришла», — сказал он и добавил. «Сюда каждый день попадают новенькие. Многие не выдерживают и исчезают навсегда. Постарайся выдержать, хорошо?» «Ладно», — смутившись, ответила она. Агата подошла к двери, из которой ее вывела незнакомая девочка, открыла ее и вошла внутрь. Как только за ней закрылась дверь, комната стала наполняться туманом. Он окутал ее со всех сторон. Девочка почувствовала, как мягко опускается в какую-то пустоту, словно падает с огромной скалы. Страха при этом не было, только приятное замирание сердца. Продолжение следует. Мои дорогие друзья, если понравилась история, ставьте лайк, подписывайтесь и приходите еще. Я всегда рада вам.